Всем доброго времени суток. Вы на канале «Ну что, свяжем?» Я Оля. Мой канал об узорах крючком. Рада приветствовать новичков и гостей на своем канале. Добро пожаловать. Заходите, не стесняйтесь, гуляйте по каналу, смотрите видео. Обязательно заглядывайте в плейлисты. Узорчиков уже очень много. Для вашего удобства они собраны небольшие коллекции под названием плейлистов. Надеюсь, видео вам понравится. Вы оставите свои лайки, напишите комментарии. Не забудьте подписаться на канал, чтобы его не потерять. И нажимайте на колокольчик, чтобы узнать, когда на канале появляются новинки. Своим постоянным зрителям, подписчикам, подписчицам, мастерам, мастерицам отдельный привет, слова благодарности, что вы смотрите видео, комментируете, оставляете теплые, хорошие отзывы. Я сегодня к вам вот с такими ниточками. Мы с такими ниточками работали, но с такой палитрой еще нет. Скоро весна. Такая палитра прям располагает. И с новым узорчиком. Смотрите, называются ниточки, кому, если интересно, да, секционного окрашивания, называются они Мадам Трикот Париж. Так, Орен, наверное, Баян. Если что, пишите в комментариях, как правильно называть. Идем далее. У нас здесь что пишет по составу. Так, в 100 граммах здесь находится 400 метров. Видите? Получается 30% мериносовая шерсть, так, 70% акрил. На ощупь очень мягенько, очень приятненько. Конечно, в любом случае секционная пряжа очень хорошо смотрится в спицах. Но нам, крючковязам, тоже хочется побаловаться данными ниточками. Так, если интересно, получается цвет 806. В принципе, на камеру так и передается, как он есть на самом деле. И нам здесь крючок наверняка советуют четверочку, да, но я возьму троечку. Я работала с данной ниточкой с троечкой. Вы смотрите для своей плотности. Так, я беру тройку, а вы берите для своей плотности, для своей пряжи. Я показываю на этой пряже, да, мы смотрим, подходит узорчик данной пряжи, не подходит, да, пишите в комментариях. Плюс ко всему, вы берете свою пряжу, которая вам очень удобно, комфортно, да, и, естественно, берете свой крючок, понятно? То есть не обязательно повторять так же, как и я. Итак, в зависимости от ниточки, да, от цвета, с какого вы хотите начать, вы можете начинать с начала моточка вот отсюда, а можете брать ниточку изнутри. Понятно? Особенно, когда вы вяжете большое изделие, и вам необходимо, чтобы цвет совпадал, чтобы не было большой перемотки, вы можете изнутри брать. Изнутри всегда, конечно, удобнее, но смотрите, какой цвет вам понадобится больше. Ну что, свяжем? Итак, смотрите, ниточку взяла я, получается, изнутри. Достала, да, и она оказывается точно такая же, как и снаружи. То есть точно такой же темно-зеленый цвет. Но ничего. Итак, раппорт узорчика у нас сегодня 4 петельки. И мы с вами наберем, получается, 32 воздушные петельки, чтобы сделать образец, как у меня и делается, да, плюс-минус 30 петелек. Итак, для начала мы делаем петельку фиксации, все как всегда. А теперь 32 воздушные петельки. Поехали. Раз, два, три. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Вот наш будущий образец. Далее я, как всегда, рекомендую, особенно новичкам, сделать дополнительный вспомогательный ряд для удобства. Это столбики с накидами в течение всего ряда. Итак, 3 петельки подъема. Раз, два, три. Отступаем пятую петельку от крючка, считаем внимательно. Раз, два, три, четыре, пять. Накид. В пятую петельку ныряем, вытягиваем ниточку и провязываем по 2 петельки. Раз и два. И в следующую петельку цепочки ныряем и провязываем такой же столбик с накидом. И в следующую петельку цепочки ныряем, провязываем такой же столбик с накидом. И вот так вот в каждую петельку до конца ряда. Если вы набирали точно так же, как и я, 32 воздушные петельки, у вас должно получиться 32 столбика с накидом. Если вы набирали больше или меньше, то просто сопоставляйте количество петелек и количество столбиков. Не забывайте, что, смотрите, вот эти вот первые 3 петельки подъема, да, мы тоже считаем как столбик. Это столбик с накидом, имитация. Итак, сколько столбиков я провязала? Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Понятно, да? Все. И вот так вот до конца ряда аккуратненько. В конце ряда я вас встречаю. Давайте, у вас получится. Итак, смотрите, вот наш вспомогательный ряд готов. Далее приступаем к узорчику. 3 петельки подъема. Раз, два, три. Поворот. И в следующий столбик, во второй, ныряем в верхушечку и провязываем столбик с накидом. Назовем, так скажем, это наши столбики кромочные, да, вот такие вот 2 столбика с накидом. Мы ими будем начинать каждый ряд, каждый, и ими же будем заканчивать каждый ряд, понятно? Далее что мы делаем? Накид.
Пропускаем один столбик и верхушку следующего столбика провязываем сразу же 3 столбика с накидом. Раз, сюда же 2 и сюда же 3. Ну вот как бы такой вот мини-веерочек. Воздушная петелька. Пропускаем 3 столбика. Раз, два, три. И в четвертый провязываем точно такие же 3 столбика. Раз, два, три. Угу. Воздушная петелька. Пропускаем 3 столбика. Раз, два, три. В четвертый провязываем точно такие же 3 столбика с накидом. Раз, два, три. Вот, смотрите. И вот такие вот мини-веерочки, да, вы будете провязывать до конца ряда. Понятно? 3 столбика, 3 пропустили столбика, 3 провязали, 3 пропустили. Между столбиками по одной воздушной петельке. Не сложно? Не сложно. Давайте до конца ряда. В конце ряда встречаемся. Итак, смотрите, вот мы провязали практически до конца ряда. Как мы заканчиваем наш ряд? Вот мы сделали 3 последних столбика, делаем воздушную петельку. Здесь мы пропустим 2 столбика. Так, раз, два. И вот последние 2 столбика мы провязываем кромочными. Все, наш узорчик, раппорты узорчика заканчиваются. Раз, и в третью петельку подъема 2. Вот такая вот красота. Далее 3 петельки подъема. Раз, два, три. Поворот. И мы договаривались, да, что мы начинаем и заканчиваем ряд 2 столбиками. Вот, во второй столбик провязываем столбик с накидом. Есть. Далее смотрите, что мы будем делать. Воздушную петельку. И теперь внимание. Сделали 2 вот таких вот накида. Вот наши 3 столбика идут. Раз, два, три. Нам нужен сейчас третий столбик. Смотрите, мы захватываем третий столбик вот так вот. Окружаем его сзади наперед. Столбик у нас перед крючком. Вытягиваем ниточку и провязываем по 2 петельки. 2, 2, 2. Это получается рельефный лицевой столбик с 2 накидами. Рельеф. Когда будет узорчик чуть побольше, его будет лучше видно, будет красиво. Далее воздушная петелька. Опять 2 накида. И теперь мы возвращаемся крестиком, как бы наоборот. Возвращаемся к самому первому столбику, который мы провязывали. И точно так же его захватываем, получается, сзади наперед. Столбик у нас перед крючком. Вытягиваем ниточку и провязываем все петельки по 2. 2, 2, 2. И у нас получается вот такой вот крестик. Видите? Вот он. Крестик получается. Далее воздушная петелька. И повторяем все то же самое, такой же крестик. 2 накида. Вот наши 3 веерочка. Вначале провязываем третий рельефным лицевым столбиком с 2 накидами. Воздушная петелька. Опять 2 накида. И возвращаемся к первому столбику. И точно так же провязываем рельефным лицевым столбиком с 2 накидами. Все. И вот так мы будем с вами провязывать весь ряд. Понятно? Потом крестики красиво уложатся. Вот, воздушная петелька, 2 накида, третий столбик вначале провязали. Воздушная петелька, 2 накида, вернулись к первому столбику. И его провязали столбиком рельефным лицевым с 2 накидами. И все. Давайте до конца ряда вот так вот самостоятельно. Крестики будут красиво укладываться и будет красиво. Все, в конце ряда я вас встречаю. Давайте. Итак, смотрите, практически до конца ряда провязали. Вот такие вот у нас крестики над нашими веерочками. И после последнего крестика мы воздушную петельку не делаем, а делаем сразу же наши вот эти вот 2 кромочных столбика провязываем. Беремся за верхушку первого столбика, нырнули, провязали. И там, где у нас 3 петельки подъема было, мы беремся за самую последнюю петельку, за третью, и провязываем столбик с накидом. Все, ряд наш закончен. А далее, получается, мы будем с вами повторять наш вот этот вот первый ряд, те же самые маленькие веерочки, 3 столбика, 3 петельки, вернее, подъема. Далее имитация столбика. Второй столбик наш кромочный, да? И теперь смотрите, все то же самое делаем. Получается накид. Вот у нас получилась арочка вот такая между нашими столбиками, да, которые формируют крестик. И в эту арочку провязываем 3 столбика с накидом. Раз, 2, 3.
воздушная петелька. И ныряем в следующую арочку. Вот следующий крестик, в следующую арочку нырнули. И провязываем опять 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. Угу. Воздушная петелька и так далее. В каждую арочку крестика вы провязываете по 3 столбика с накидом. Между столбиками по одной воздушной петельке. Не сложно? Не сложно. Давайте до конца ряда. В конце ряда я вас встречаю. Так, смотрите. Провязали наши маленькие веерочки и заканчиваем ряд точно так же, как и заканчивали самый первый ряд. Воздушная петелька и 2 кромочных столбика. 1 столбик с накидом и в третью петельку подъема 2 столбик с накидом. 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Поворот. И во второй столбик провязываем наш второй кромочный столбик. Все. Далее мы повторяем наши крестики. Помните, да? То есть мы вначале, получается, с вами делаем воздушную петельку. 1, 2 накида. В начале третий столбик провязываем рельефным лицевым столбиком с 2 накидами. Воздушная петелька. 2 накида. И теперь к первому столбику возвращаемся и провязываем столбик рельефный с 2 накидами. Все. Вот наш крестик очередной получается. Воздушная петелька. И опять то же самое проделываете с каждым веерочком. Третий столбик первый, третий первый, третий первый. Обратно пойдете, опять провяжете вот такие же маленькие веерочки. Потом опять провязываете крестики, веерочки, 2 ряда. И вот такая красота. Угу. Все, давайте мы увеличим наш образец на несколько рядочков и посмотрим, что в итоге получается. Опять же проследим, как будет меняться ниточка, цвет. Договорились? Все. Встречаемся через несколько рядочков. Так, смотрите, вот несколько рядочков я провязала. Вот такая вот красота. Смотрите, как выглядят крестики. Такой ажурчик, да? Узорчик получается у нас односторонний, не двусторонний, потому что на второй стороне за счет рельефных столбиков, видите, вот такие вот как бы горизонтальные полосочки. Хотя, если это будет палантинчик, да, если это будет, возможно, снудик, почему бы и нет, тоже интересно. Но вот так вот я думаю, что это будет кофточка, кардиганчик. Возможно, если это будут летние ниточки, это будет очень интересный легкий воздушный топик, да. А возможно для юбочек, для таких же пляжных, летних, воздушных. Классно, классно. Смотрите, переходы, да, от темно-зеленого, такая вот молодая травка, потом к голубому, а после голубого там должен быть, смотрите, еще белый цвет. Вот. А потом, я так думаю, что будет возвращаться точно так же. То есть это не хаотичное, так скажем, секционное окрашивание, а именно аккуратненько будет голубое, белое, а потом опять будет голубое, зелененькое такое, травка и темно-зеленое. Как вам? Красота? За счет воздушных петелек, конечно, видите, как хорошо тянется узорчик. Давайте мы его замерим. Да? Мы, получается, набирали с вами 32 воздушные петельки. Если это же плотность вязания, этот же крючок, ну, допустим, это же пряжа, да? Так, это будет, получается, в моем случае, это будет 14 сантиметров. А тут, получается, давайте посчитаем по крестикам. Каждый крестик 2 ряда, да? 2, 4, 6, 8, 10, 12. Ну, тут, получается, 13, да, и 14. 14 рядочков. Так, это у нас получается, ну, практически тоже 14-13,5 сантиметров. Очень даже интересно. И напишите в комментариях обязательно, из секционной пряжи вяжете быстрее, вы же ждете перехода цвета, да? И когда вы дожидаетесь перехода, вы ждете, когда следующий начнется цвет, когда следующий. Поэтому проверено. То есть секционная пряжа вяжется быстрее. Вот такая вот красота. Опять жду в комментариях, куда можно использовать данный узорчик, применить, да? Кто вязал данным узорчиком, рассказывайте, делитесь, что вы вязали, что у вас получилось. Вот видите, такой объемненько пузатенький, рельефненький. Надеюсь, видео вам понравилось. Не забывайте ставить лайки, подписывайтесь на канал, кто еще этого не сделал. Впереди много новинок. Нажимайте на колокольчик. Колокольчик должен быть у вас черненьким, сверху, самый верхний черненький колокольчик. И вам будет приходить постоянное уведомление о новинках на канале. Делитесь с подружками в соцсетях. Под видео внизу стрелочка находится. И нажимайте на плюсик. Так вы сохраните данное видео у себя в плейлистах и можете потом посмотреть в любое удобное для вас время. Всем ровных петелек. Встретимся в новых видео. Пока-пока.